You know, I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the... Time for a celebration! Cheese for everyone! Салют всем! Сегодня я покажу вам своего кастомного Довакина из The Elder Scrolls V Skyrim. Давно я откладывал этот проект. И вот, наконец, он готов. В качестве базы я использовал нековского датча, версия Jungle Encounter. Я решил сделать Довакина в его иконичной сыромятной броне с железными наручами, ботинками и рогатым железным шлемом. Но я добавил еще пару мелочей из игры, чтобы сделать какой-то свой вклад. Начнем с аксессуаров. Пока я дал ему два меча. Оба с ножнами, которые держатся на резиновых лямках. Так что при желании ножны можно снять и заменить оружие. Вот за спиной стальной меч двуручный, который взят от фанковского 6-дюймового пса. На поясе у него сейчас висит акавирский клинок Бич Драконов. Он сделан из катаны нековского красного хищника. Еще я сделал ему железный щит. В основе этого щита большая пуговица. Остальное Magic Sculpt. Прокрашен он стальным металликом и железной эмалью. Держит щит Довакин при помощи обитой тканью ручки и закрепляющие лямки. Это резиновая лямка от другой фигурки. Вот таким образом. Еще, если за спиной у Довакина есть ножны от стального меча, щит можно повесить на эти ножны, затем вставить меч, и теперь щит висит у Довакина за спиной. Ну, не очень ровно, но более-менее. Так, перейдем к самой фигурке. Начнем сверху. Я наскульптовал ему железный шлем. В рогах есть каркас из проволоки железной. По-моему, железный Арни шикарно подошел бы под роль Довакина. Как вы думаете? Напишите в комментариях. На шее, как видите, у него висит амулет Талоса. Сделан он из гринстаффа. Висит на нитке. Покрашен бронзовой краской с зеленым тенением для эффекта окисления. Я наскульптовал кожаную броню. Наплечник вот этот кожаный, и вот это лямки, и еще вот эта сумочка, они резиновые из мягкого пластика и взяты от других фигурок. А остальное все скульпт, вся сталь прокрашена стальным металликом на черную основу. Так что и плюс еще кучу чернения, так что чтобы это все выглядело немножко поношенным и побитым. На руки я сверху нанес кучу чернения для эффекта сажи. Все-таки он с драконами сражается, а драконы, ну знаете, они огнем дышат. Вот, потом на левую руку я нанес ему пару ран. Руки, стальные наручи с шерстяным подкладом. Ну, это, естественно, наскульптовано все. Шнурки, кожаные перчатки. Кстати, забавный факт. Вот этот кастом я начал еще где-то год назад. Я наскульптовал эту наруч, а затем где-то на год просто забил на него. Да, и то есть вот эти две наручи сделаны с перерывом, ну вот где-то в год, полгода. О, да, какой я ленивый все-таки. Итак, переходим к поясу. Вот этот пояс и килт, не знаю, как его лучше назвать. Это куча наскульптованной шерсти. Ну вот, кожаный пояс с стальными бляхами с обеих сторон. Когда я делал этот кастом, я записал туториал, как скульптовать шерсть. Если не видели, посмотрите вот здесь. Так вот, дальше. Вот эти заклепки на кожаных вставках, честно говоря, взяты с кофточки моей девушки. Денис? Ты не видел мою кофточку Луи Виттон? Я хочу ее сегодня надеть.
Нет. Затем я покрасил шерсть в несколько слоев. Возможно, я как-нибудь еще сделаю туториал, как красить шерсть. И еще сверху добавил сухой кистью эффекта снега на шерсти. Ну вот на эту шерсть. Здесь в паре мест и на сапоги тоже кучу снега добавил. Ноги дача пришлось полностью перескальптовать, чтобы сделать шерстяные сапоги, кожаные сапоги с шерстяным подкладом, стальные пластины, лямки, шнурки, вот, сапоги, и, ну и, естественно, эффект снега. Время сочленений. Голова у Довакина на шарнире, и она немного ограничена из-за вот этого щитка шлема. Вот эти петли в плечах, они практически не ограничены. Вот практически также правая рука поднимается, поскольку наплечь из мягкого материала сделан. Вращение и петли в локтях. В кистях, к сожалению, только вращение осталось из-за таких больших перчаток. В груди, конечно, прилично ограничено движение, и в поясе тоже, но из-за этой кожаной брони, но оно там осталось, так что нормально, сойдет для Довакина. Сочленения в бедрах, в принципе, функционируют так же, но просто они, понятное дело, прилично ограничены вот этим килтом, но из-за того, что он из мягкого материала сделан, он все-таки немножко можно из этого, есть какое-то место для движения. В коленях все такие же шарниры, просто немножко потуже они стали. В ступнях мне удалось сохранить такую же подвижность, просто немножко потуже теперь стало. Я планирую еще добавить ему набор аксессуаров, но основная фигурка готова. Во вселенной The Elder Scrolls огромное количество шикарных дизайнов и персонажей. Аж глаза разбегаются. Напишите в комментах, фигурку какого персонажа вам больше всего хотелось бы увидеть. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, чтобы увидеть другие крутые кастомы, видеоинструкции и обзоры. А пока помните, будьте креативными. Да не! I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee!